как расширение выглядит изнутри, и там сравнить, например, два одинаковых расширения, ну, в смысле, с целью, там у них цель одинаковая, но как они внутри работают, например. Вот как-то надо их сравнить, то есть мне их надо поставить, мне их надо потыкать, мне там надо еще что-то сделать. Клод, скорее всего, с этим не справится, и типа вот ставить ему Мгм. сейчас эту задачу практически нереально. Поэтому я чувствую твою боль, у меня такая же фигня. Ну, типа, пока приходится писать о чем-то другом, но пару ручных статей я наверняка напишу. Слушай, у нас начинает присоединяться народ, поэтому давай начнем. Спасибо тебе за короткое интро про жизненные проблемы, но начнем, значит, нашу основную часть. Меня зовут Данил Усик. Всем привет, очень рад, что вы все пришли. И явно там придет еще народ. Я занимаюсь обучением и внедрением нейросетей в бизнес-процессы, продажи, в управление клиентами и продуктами. И для меня нейросети это, ну, с одной стороны, ну, понятно, что зона моих интересов, и мне просто нравится, как в работе это помогает. С другой стороны, я вижу реальный импакт в бизнес, когда, допустим, в сети отелей вся первичная обработка клиентов уходит в агента, и это реально работает. Вот, и, ну, для меня это на самом деле какой-то вау, то есть мы реально живем в какое-то новое время, это супер интересно исследовать, и поэтому мне важно рассказывать про такие живые системы, где реально агенты что-то делают, поэтому, собственно, я сегодня пригласил Максима поговорить. Мы этот разговор ведем в рамках комьюнити TechConnect в Валенсии, вот, но я уверен, что здесь сегодня есть люди и шире, не только из техконнекта. Про что будет сегодня говорить Максим? Максим строит SaaS-продукт вокруг браузерных расширений. И он будет показывать свою внутреннюю инженерную часть, где и как у него работают агенты. Большая часть бизнеса у него построена как раз таким образом, что ну, он один, солопренер. И я надеюсь, ты сделаешь иксы, будешь единорогом, все дела. Поговорим с тобой через годик. Вот. Но суть сегодня будет такая, что это скрейпинг интернета, то есть это сбор данных исторических, анализ, оценка рисков, безопасность, хранение данных, параллельная работа агентов. Это то, про что мы сегодня будем говорить. И моя задача будет не дать Максиму провалиться совсем жестко в техническую часть, чтобы мы там не закопались, при этом перевести все на понятные выводы и выгоды для всех, кто здесь сегодня собрался. Вот. Максим, я тебе чуть-чуть попозже передам слово. Хочется сначала познакомиться с теми, кто к нам пришел. Можете либо сказать там коротко буквально, либо написать в чатик, чем вы занимаетесь, там, из какой компании, ну, буквально там пару слов, чтобы просто сметчиться, кто здесь кто, и, может быть, у вас есть какой-то конкретный сразу запрос, с которым вы сегодня пришли, чтобы мы тоже понимали в нашем рассказе сегодня, на чем делать акценты. Да, было бы неплохо понять ожидания. В следующий раз мы будем, Максим, собирать их в первичной Не, это нормально. первичной. Люди в любом случае видели уже как бы тайтл, да, они уже понимают Да, примерно, да. что будет. Но вот внутри этого тайтла еще куча всего, поэтому что люди Давай, хотят для Валерий себя хочет узнать, это сказать было бы явно. понятно. Мгм. Валера, мы тебя слушаем. Если ты для этого включил микрофон. Не слышно тебя, если что. Не слышим, да. Так, для тех, кто вновь присоединяется к нам, Так, у может нас быть, так? сейчас... О, отлично, пошел, давай звук. Погнали. Да, буквально пару слов. Я когда-то давно разработчиком был, наверное, лет уже 20 назад, ужасно давно. Потом пошел по менеджерской линии, там своя компания была, студия разработки мобильных приложений. Потом я ушел вместе с этой компанией, мне там присоединился в более крупную компанию в состав и, собственно, дальше уже менеджерской линии шел. Вот. Последняя должность, которая в найме у меня была, это был операционный директор. И как раз вот где-то, наверное, год назад начал знакомиться с LLM-ками, щупать их сам самостоятельно. И вот где-то полгода назад я ушел из найма и тоже стал индивидуально заниматься предпринимательством. И сейчас какие-то продукты
стараюсь писать с помощью LLM, да, то есть как на роли архитектора так выступаю, да, и раньше то, что делал я там в студии, допустим, команды из 10 человек в течение полугода, сейчас получается в одно лицо, скажем так, до продакшена довести, который продакшн, причем на автотестах с более-менее надежными релизами, и который, собственно, делается там за месяц, а не раньше, как за полгода. Вот, очень сильно на этой теме кайфую сейчас прямо и пытаюсь максимально знания свои улучшать, ну, разговаривать с людьми, кто тем же самым занимается, потому что одно дело, когда ты один делаешь, другое дело, когда вот есть какой-то обмен инфой. Вот, собственно, здесь я для как раз вот этого обмена инфой, прощупывания чужого опыта, чтобы быстрее как бы бустануться, дальше пойти. Супер, Вот, все, огонь, спасибо. огонь. Ты в правильном месте, точно. Вот у нас Сергей еще пишет, что он разработчик из ManyChat. Привет, ManyChat. Очень прекрасное приложение. Использовал много раз на разных метапах. О, это ты еще и... я знаю, что ты из Барселоны. Господи, вообще кайф. Да, может быть, кто-то еще хочет что-то про себя коротенько сказать, свой запрос как-то озвучить, чтобы мы точно про это сегодня сказали. Раз, два, три, четыре, пять. Есть у кого-нибудь еще? В общем, если никто не хочет, напишите, как созреете. Я передаю слово Максиму. Максим, коротенькое интро, и можем Мгм. потом. У нас с вами, чтобы мы в тайминг понимали, как где-то в районе часа, а дальше мы, скорее всего, уйдем все в аут, потому что дико жарко и конец дня. Погнали. Мгм. Согласен. Так, экран видно? Да, да. Супер. Сейчас я тогда тут сожму все по максимуму, чтобы мне ничего не мешало. Вопросы тоже может писать в чате. Максим не будет отвечать на них в процессе рассказа, но я буду их фиксировать. Что-то, что смогу ответить, отвечу сам. И мы обязательно разберем их после. Угу. Все, я все спрятал, что мне мешает. Так, да, всем привет. Э, Буду рад с вами вживую познакомиться. Я знаю, что у нас много народу из Валенсии. Вот, сегодня вы только меня узнаете. Меня зовут Макс, мне 38. Программирую, сколько себя знаю, с университета. Вот мое интро о спикере. Значит, ну да, время такое, что сейчас то, что я накопил за эти 18 лет, оно нужно только косвенно. Поэтому сегодня мы будем говорить именно про то, как это косвенно вообще я научился использовать. Может быть, что-то полезное для себя подчеркнете. В целом, по бэкграунду занимался очень много всем, чем только не занимался. Вот одно из самых интересных, это я просто один динамический сайт переводил полностью в статичный для того, чтобы обойти DDoS-атаки, потому что, ну, там просто страшные DDoS были, люди не могли пользоваться, грубо говоря, магазином, то есть должны были идти заявки, заявки не шли, потому что сайт просто не работал. Вот, это была интересная задача, то есть это не со стороны как бы защиты именно там от DDoS. DDoS занимались другие ребята, а я занимался тем, что ну, сайт сделал таким, что DDoS ему не страшен. В общем, прикольные были задачи. Потемлидил немножко и сгорел. Поэтому сейчас в основном разработкой занимаюсь. Я думаю, менеджеры меня поймут. Рассказывай, Максим, про продукт. Да, да, продукт. Сейчас я твой текст открою, подожди. Мне Данил скинул текст, который я обязан был прочитать. Да нет, Так, нет. в общем, да. Да ладно, нормально все. Короче, ну я реально могу иногда забывать, поэтому поправляй меня, если что. Основная идея, да? Давай мы пойдем на следующий сайт. О чем мы будем говорить и про идею, да? У нас сегодня основной топик – это браузерное расширение. Мы сейчас находимся в браузере у меня, и здесь вот есть такая кнопочка, где мы видим какие-то расширения мои. Самое популярное, что, наверное, сейчас веб-кодеры знают, это, собственно, расширение самого клода. Оно позволяет клоду из CLI или из десктопа, и неважно откуда, он может стукнуться в это расширение и сказать: эй, открой мне, пожалуйста, страничку там в интернете, кликни мышкой сюда, там прочитай текст и так далее. Сделать скриншоты. То есть это очень, очень крутое расширение, которое как бы расширяет возможности клода. Есть миллиард других расширений, может поменьше. Будете заходить, пожалуйста, микрофоны гасите, да, а то мне немножко это мешает. Спасибо. Например, я активно использую password менеджер RoboForm.
там, где я храню все свои пароли, то есть от сайтов, от приложений, от чего-либо угодно другого, там какие-то персональные вещи храню, то есть тоже в виде расширения очень удобно. Я думаю, многие понимают, как это работает в целом, да. Заходите на сайт, он вам предлагает сразу вбить логин и пароль, то есть вот такие вот вещи. Вот это называется расширение браузера, собственно. В этом супе я сейчас и варюсь. Продукт, который я делаю, он сосредоточен вокруг разработки расширений. Он для разработчиков в целом, которые начинают свой путь или которые уже там опубликовали сотню расширений. Это не так важно. Важно то, что я просто начал в этом вариться, когда я понял, что там достаточно серьезные пробелы, очень пробелы именно для разработки. Мало мануалов, мало хороших примеров, все довольно закрыто, то есть нет такого, что там где-то статистика какая-то опубликована, и можно по ней пройтись. В принципе, продуктов, которые помогают построить что-то в виде расширения, ну, их просто как бы практически нет. Есть куча сайт-билдеров, да, типа Lovable, есть приложения можно создавать, тоже куча каких-то сервисов. Для браузерных решений ничего такого нету. Я подумал, окей, ну, в принципе, да, как бы задумка такая, что я могу попробовать сюда залезть, и Клод мне в этом поможет. А там, как оно выйдет, дальше мы посмотрим. В общем, вот это темы, я их не буду вам зачитывать, вы их наверняка уже прочли, поэтому пойдем дальше. И немножко про боль поговорим, вокруг которой строится продукт, и вокруг которой в целом какая-то вот идея продуктизации коммерческая. Значит, для разработки, как я уже сказал, там все не так все просто. Да, у нас, во-первых, есть несколько сторов, их как минимум 3, на самом деле их больше. Практически для каждого браузера есть свой стор. Поэтому, в принципе, можно еще больше охватить. Но здесь надо понимать, что Chrome это 80, там, 70, может быть, ближе к 90, сейчас точно цифру не помню. Это вот по количеству расширений, по количеству охвата, это самый большой стор. Больше просто нет. У Firefox где-то на втором месте, Edge на третьем. Все примерно понятное распределение. Соответственно, у каждого свои ожидания от технологического аспекта, да, расширения, у какие-то свои ограничения. Они стараются делать это более-менее универсально, но все равно можно где-то ошибиться, где-то прогадать, и не всегда понятно, там надо перелопатить кучу документации. И другие проблемы, о которых я не буду говорить, вы и так уже, скорее всего, прочли. Здесь просто вещи, которые вам придется делать, помимо того, чтобы разработать само расширение. Ну, их реально немало, их надо как-то сделать, надо как-то понять, как это сделать, какие-то инструкции, возможно, найти и так далее. Для пользователя расширений, вот я как пользователь захожу в Store и думаю, а что вот, ну, у меня есть боль. Я, например, хочу открывать сайт, что-то выделить на нем и вот сохранить с этим выделением. Как мне это сделать, вот не перелопатив при этом весь Store, какие-то ключевые слова надо подобрать, как-то поискать, может быть, в Гугле найти и так далее. То есть это вот первая проблема, которая у меня возникает, как у пользователя. Также скрытая проблема пользователя, о которой мало кто думает, мало кто переживает, но она абсолютно точно присутствует, и люди теряют на этом миллионы долларов, это безопасность. Но расширение, к сожалению, не совсем безопасны по своей природе. У них есть доступ к вашему браузеру, по сути, да. У всех у них есть какие-то определенные пермиссии, но некоторые из этих пермиссий, ну, мы о них не задумываемся, а они на самом деле имеют очень обширный доступ. И так получается, что люди как бы нехотя, но отдают какие-то свои данные, свои персональные данные, иногда ну, чувствительные данные, которые могут, соответственно, им навредить. Не сказать бы, что там Chrome вообще на это забил, ну, Chrome Store и другие экосистемы, они в целом отслеживают такие проблемы и стараются как-то помогать, но ну, они не все успевают, во-первых. Во-вторых, хакеры, ну, они не дураки, они пытаются найти другие пути, да, векторы атаки, которые позволят обойти какие-то вот эти системы обзора, контроля и так далее. Вот. Соответственно, поставил я перед собой такую вот мини-задачу, амбициозную, я бы сказал даже в целом, но она мини, почему? Потому что все-таки экосистема не гигантская, это не миллиарды, не миллионы, это тысячи расширений, сотни тысяч, окей, вокруг 3 сторов. То есть это в целом какая-то цифра, которая не сильно пугает. Ее можно охватить, в принципе, вот сделав какой-то не очень большой пайплайн.
А, И это то, что сейчас, в принципе, происходит на бэкграунде. Пока мы с вами общаемся, у меня сейчас парсятся сторы, у меня сейчас выкачиваются сами расширения, распаковываются, сканируются, изучаются внутренности, смотрится там, а что там вообще внутри, там типа у нас безопасно как-то вообще все то, что там есть, или там есть какие-то признаки, сигналы о том, что стоит задуматься. Вот, то есть это не стопроцентное выявление всех проблем, это оценочная такая относительная система, в которой мы есть косвенные признаки, мы их выявляем. Можете, да, по QR-коду зайти, найти сайт, можете просто вбить его в браузере и потыкаться, там все это вы увидите. Идея такая, что я, в смысле, я и агенты, у нас уже команда сформировалась, мы идем в светлое будущее, в котором, возможно, не будет миллиардов долларов. Спасибо, конечно, за пожелания, Данила, это приятно, но будем реалистами. Сейчас, чтобы залететь в такой, значит, в среду Илона Маска там, и заработать миллиард, это надо очень много усилий в плане не только разработки, но и коммерческой разработки. То есть нужно, чтобы коммерческая часть, маркетинговая часть работала еще лучше даже, чем продукт. Вот, зачастую это так работает. Здесь я как бы пока сосредоточился, естественно, как инженер, как всем привет инженерам, люблю разрабатывать, не люблю продавать, но здесь придется. Здесь я уже как бы перехожу в фазу маркетинга, и здесь я вам сейчас как маркетолог уже по сути рассказываю. Смотрите, значит, вы можете проанализировать рынок с помощью моего продукта, вы можете оценить риски, чтобы не вылететь из стора, например, да. Можете там изучить конкурентов, можете запланировать разработку правильно. Это много чего интересного можно сделать с помощью моего продукта. И здесь я вам скажу, что это, ну, это задумка изначально, которую я делал. И в эту задумку еще будут входить другие инструменты. И в конце концов, это будет Lovable для расширений. Вот. Это будет вот такая примерно штуковина. Вы просто будете вписывать туда, чего хотите, и он будет по каждому шагу проходить и, собственно, делать. Вот. Амбициозненько. Данил, у нас все Да, ок, да, там по действительно. таймингу. Да-да-да, все хорошо, все Ага. идем супер. Очень классно, мне кажется, параллель ты провел. Что это я тоже хотел сформулировать как-то, на что это похоже в текущем мире. Ага. Да, это реально похоже на Lovable. Да, да. Вот. Ну, как бы на него и ориентируемся пока что. Так, да, давайте немножко уже в техническую часть. Парсинг, да. Это может быть что угодно, не только расширение. То есть у вас может быть у вас перед вами может стоять задача изучить рынок, а изучение рынка подразумевает, что вы откуда-то должны доставать эту информацию. И ну, эта задача довольно интересная, потому что не всегда это быстро решаемая штука. Вот. Поэтому я вам сейчас показываю пример того, как я это сделал, того, как я разобрался, изучил. То есть я посвятил... Сначала это была фаза ресерча, которая длилась, наверное, месяца два-три. И результатом этого ресерча это то, что вы увидите на экране. Это вот этот пайплайн, это то, что сейчас вот на бэкграунде вертится, сканирует и пополняет базу данных. В центре всего, здесь видно, это Dagster. Это название как это, сервиса, open source решения, давайте назовем его какое-то приложение, грубо говоря. Это то, что помогает именно оркестрировать это все дело, планировать. Если кто-то слышал терминологию Airflow или DAG, то вы поймете, о чем речь. То есть здесь за- это как бы цепочка задач, которые друг от друга зависят. Вот, потому что там есть определенная последовательность, есть задачи, которые можно параллельно запускать, есть те, которые одно за другим обязательно, да. И вот я выстраиваю вот этот вот оркестр всех этих задач, и что у меня получается? Я на вход получаю сайт-мапы всех этих сторов, парсю оттуда все ссылки, я захожу в историю интернета через Common Crawl, про него мы чуть позже поговорим, это очень крутая штука. Оттуда тоже достаю всякую информацию, раскладываю по полочкам. Дальше у меня есть информация, значит, о том, какие расширения в сторах существуют в текущий момент и какие были там какое-то время назад. Я пытаюсь до них достучаться. С помощью сканеров я пытаюсь их изучить. Дальше я результаты этих сканов агрегирую, консолидирую. Надо было, кстати, consolidate, но неважно. Я думаю, все понимают по-английски.
Все это агрегирую, и потом у меня получается некий отчет, там, я скоринг делаю, оцениваю, там, безопасно, небезопасно, там, какую-то цифру даю. Если мы заглянем в каталог, можете увидеть что-то, сейчас скажу, вот что-то подобное. То есть вот здесь скоринг есть, да, то есть 52 это что-то среднее. То есть, в принципе, рабочий вариант, но, скорее всего, там есть вопросики. Вот. Здесь я не авторизован, поэтому, скорее всего, ничего не увидим. Да, это просто вот сейчас заглушечки стоят. Но это все можно посмотреть, если зарегистрируетесь. Я правильно А, понимаю, Максим, сейчас просто да, да, уточню. Ты сейчас показал результат работы, то есть вот пайплайна. ты заходишь в приложение, да, и ты через этот пайплайн можешь увидеть, насколько это приложение безопасно Мгм. организовано и какую-то детализацию Да. даже. Да, именно так. Там у меня все как бы по разным категориям разбито. Вот. Возможно, я не знаю, вопрос, если у кого-то возник такой, нафига это разработчику? По большому счету, это нужно сервису, который будет что-то разрабатывать. Если сервис не знает, что является безопасной практикой, что является небезопасной практикой, да, то есть нужно фундамент сначала найти, нащупать правила игры, так скажем. Так вот, вот эти все сканеры, этот пайплайн, он это и делает. Он изучает рынок, он изучает все расширения изнутри и смотрит, как долго держатся эти расширения в сторах, например. Да, то есть я отслеживаю также еще, вылетел он из стора или нет, и как давно. И на этом тоже можно сделать определенные выводы. А, так, теперь возвращаясь к этому пайплайну, остался буквально правый, вот самый правый, да, блок. Это у нас складываем. Мы складываем в пайплайне сами расширения, кладем в S3 хранилище, чтобы просто лежала последняя актуальная версия, чтобы мы знали, что окей, у нас есть скан и у нас есть источник данных, чтобы мы могли соединить одно с другим. Там, не знаю, ну кто-то придет, скажет, чувак, ты охерел, там, поставил мне там 10 безопасность, там, у меня вообще там все окей. Я ему скажу, окей, не вопрос, дай мне сейчас там пару часов, я пойду, значит, за его последней версией, снова его просканирую, посмотрю, как работают сканеры, починю что-то, возможно. Ну, и мы с ним дальше будем это обсуждать. То есть я откалибрую, возможно, сканеры, или, возможно, чувак просто хочет попиариться, я не знаю. Вот. Ну, в любом случае, у меня будет путь, да, чтобы это разрешить. И API-шка внизу, вот блок показан, это MCP, API, то есть это вот то, с чем разработчик может непосредственно взаимодействовать вместо того, чтобы идти ко мне на сайт. То есть, чтобы, вот, например, всю эту информацию выявить, да, мне нужно открыть, зарегистрироваться, поискать, мне нужно какие-то фильтры применить и так далее. Это, ну, вручная работа. Сейчас, к сожалению, так вышло, да, что, в принципе, сайт можно сделать уже какой угодно, потому что все будет, скорее всего, делаться через MCP или CLI. Поэтому вам мой маленький, коротенький такой совет. Не сильно парьтесь насчет визуала. Это сейчас вообще не так важно. Вот, поэтому, если есть дизайнеры, простите меня за это. Дизайнер у нас встречается в следующую встречу. Мы тебя туда не Да-да-да-да. позовем. В общем, да, Или наоборот. простите за эту правду жизни, ну да, уже как будто не так важно, как это красиво. Если это только не продукт специально для человека, я оговорюсь, ладно, то есть не закидывайте меня уж совсем помидорами. Так, информации было много, чуть-чуть дайте выдохну. Ну, я так понимаю, что сейчас ты будешь раскрывать вот эту часть про то, как, собственно, посмотреть, а что там было в интернете в прошлом году. Как бы какие были у каждого конкретного там приложения, апки, не знаю, чего-нибудь, комментарии. И, может быть, они все там, значит, у себя классно подчистили, а интернет-то помнит. Спасибо, Данил. Пойдем к следующему слайду. Ты, в принципе, все рассказал. Я просто, ну, ты, в Сорян. принципе, все правильно, да, сказал. Тут ничего такого не добавишь. Я вам просто как разработчик могу сказать следующее. Есть способы заглянуть в прошлое интернета. Слава богу, есть люди добрые, я не знаю, на основе чего они вообще держатся, но вот они идут и прям парсят весь интернет. У них есть для этого возможность, у них есть для этого S3 хранилище, они все это туда складывают, и это не прям, знаешь, там, типа, вбил ссылочку и тебе сразу выдался там из истории. Там у них не то чтобы очень удобный интерфейс для этого. Но это есть для этого возможность, они предоставляют все необходимое, это можно нагуглить, это можно построить. Если вам интересно подробно, я могу потом рассказать, показать что-то. Но это все реально, это все возможно, это можно использовать, и это бесплатно, не нужно ни за что платить. Так,
Ого, окей, go. Здесь был блок для отдыха, это как раз для того, чтобы перевести дух, но я уже перевел, поэтому дайте сейчас еще глотну чай. Пойдем дальше. Так, да, решение по данным. Что здесь имеется в виду? Очень важно это observability по-английски, по-русски это... Я забыл, как это по-русски. Наблюдаемость? Ну, в общем, вы, Видимость, надеюсь, скорее, меня... да. Видимость, да, видимость хорошее слово, отлично. Видимость того, что происходит. Здесь я просто, знаешь, такой концентрат закинул. Думаю, тут, в принципе, все понятно. Сейчас, что там дальше у меня было? Да, вот здесь вот уже чуть непонятнее. Здесь вот мудрость, а вот здесь детали. Окей, короче, о чем речь? Я очень всем рекомендую задуматься о том, все ли понятно вам, что происходит. А, Это важно не только для вас самих, потому что вы там, допустим, можете в голове себе и представили картинку, что у вас там работает сервер, у вас там работает сервис, какие-то данные скрапятся, еще что-то. Возможно, это так все красиво и работает, но если у вас нету конкретных данных, сколько соскраплено, сколько ошибок, какая скорость обработки и так далее. Если этого нет, вероятнее всего вы столкнетесь с каким-то лимитом обязательно, вы упретесь во что-то, в какой-то неожиданный для вас момент, и будете решать эту проблему уже в процессе, когда вы, скорее всего, об этом и не думали, и не хотите об этом думать. Поэтому здесь у меня на слайде часть инструментов, которые у меня сейчас встроены. То есть вот этот Дакстер, который, давайте я вам, кстати, не знаю, я нарушу правила, про которые мы с тобой обсуждали, Данил, все-таки чуть-чуть покажу. Вот, это то, что Дакстер у меня тут в процессе делает, видно, какие-то сенсоры отрабатывают и джобы выполняются, вот они, да, и мне важно знать, что происходит по каждому. Вот это одно расширение, которое сейчас у меня соскрапилось, которое, точнее, уже давно соскрапилось, сейчас я его сканирую. И вот этот процесс идет по шагам, да, какие-то параллельные шаги сканов. Здесь extraction, то есть достается из архива. Дальше у нас там какой-то LLM-анализ возможный, то есть я не все LLM обрабатываю расширения, некоторые обрабатываю, некоторые нет. Там есть определенные условия и так далее. То есть здесь какие-то дальше обработки уже результатов. Это все происходит сейчас вот на фоне. И я хочу видеть и логи, и время, и качество. Видно, что где-то у меня была просадка, здесь что-то не работало. Это все должно быть видно сразу. Не всегда, к сожалению, люди об этом задумываются, когда пытаются что-то подобное построить, и поэтому дальше, ну, по сути, вслепую работают. Это трата времени, денег, токенов, чего хотите. Вот. Я тут правильно тебя понимаю, что ты говоришь про вот это observability, да, видимость, в принципе, для любого процесса в работе с агентами, что такой ну, интерактивный дашборд, который тебе показывает, что у тебя там внутри реально происходит, он как будто нужен при любой разработке. При любой. Это даже вот ты сейчас сказал про агентов, и я так подумал, ну не только агентов, ты в целом, когда что-то делаешь, у тебя, вот даже ты просто тупо сайт сделал, его бросил в интернет. А как ты уверен, что вот ты спишь, а он работает, что он показывается? У тебя нет такой уверенности, ты просто веришь в это. Но если ты поставишь, к примеру, какой-нибудь, как этот Гейтус, где он у меня тут есть, показан, нет? Наверное, нет. Ну я могу, наверное, сделать Гейтус. Сейчас, секунду, я сейчас проверю. Ну, вот как статус клода, да, то есть мы хотим проверить, работает клод или нет. Вот, к примеру, мой статус дашборд. То есть я сейчас знаю, что у меня сервисы онлайн, они работают. Это метрики, которые я измеряю в реальном времени. Соответственно, это не только к агентам связано. У меня тут какие-то даже инциденты постились. Ладно. А, Речь об этом. Поэтому здесь я привел примеры касательно моего продукта, но речь в целом, в общем, всегда думайте об этом, потому что это еще нужно и агентам, не только вам. Вам будет просто спокойней, да, а агент будет знать, что происходит. Здесь я постараюсь чуть коротко, потому что уже и так много говорю. Параллели. Вот тема была заявленная, да, что параллельные агенты. В целом, я думаю, всем понятно. Вы просто параллельно запускаете несколько сессий, и они там выполняются. Это и есть параллельная работа. Но здесь речь еще о том, что насколько эти агенты, они в целом работают независимо от вас. То есть можно ли взять параллельно, запустить 10 агентов и пойти там чай пить. И тут вот в продукте, в любом продукте есть фазы, которые позволяют уже перейти на полный автомат, а где-то только вот в ручном режиме.
Разработка– это всегда ручной режим, поэтому вот первая фаза здесь слева, да, меньше автономии, это вот когда ты какую-то фичу пилишь, можешь 5 сессий открыть, они будут пилиться, и тут ты все равно, тебе придется самому отслеживать прогресс, самому заканчивать сессию и дальше там как-то это вот отправлять в кодовую базу. Здесь я могу сказать, что у меня 80% параллельных агентов, это вот то, что у меня на ноутбуке, по сути, сейчас происходит и работает. Второй уровень автономности– это вот те агенты, которые у меня сейчас на фоне пишут статьи для блогов, анализируют код на секьюрность и анализируют изменения кода на compliance, типа на всякие там privacy policy, на developer, в общем, legal pages, давай назовем их, просто какие-то юридические страницы, да, у меня их там дофигища, я прям закрываю все юридические дыры, чтобы меня никто не засудил. А, И это автономные агенты, они сами все могут сделать, они могут зайти в код, то есть все на базе кода, да, они там посмотрели, изучили и предложили мне правки. И я уже только в конце смотрю на pull request и принимаю решение. Вот у меня какие-то есть pull реквесты. Допустим, автор статьи мне написал статью. Я открываю статью, она уже написана, мне тут предлагается изучить какой-то комментарий, какое-то ревью уже было. Я смотрю на статью, я могу здесь ее сразу прочитать и понять, во-первых, нравится она мне, не нравится, подходит, не подходит. В большинстве случаев подходит, потому что я очень серьезные рамки задал, да, и поэтому в целом я их одобряю чаще всего, и скоро, возможно, этот агент перейдет в полную автономность, когда от меня уже не потребуется даже одобрение. Вот. Но тем не менее, я пока как бы побаиваюсь его впускать в свободное плавание, и поэтому он у меня сейчас все равно так работает. И это в основном, да, агенты, которые работают в GitHub Runners. Внизу у меня есть комментарий по этому поводу. Мгм. И Супер. да, и последние, которые вообще автономные, это вот те ребята, которым я разрешил управлять моей инфраструктурой. И я им говорю, смотри, есть топология, да, есть 3 сервера, есть там GitHub, GitHub Runner, есть еще какие-то штуки. В общем, много всяких элементов, много компонентов, и они не лежат в кодовой базе. Клод не видит их. Ему нужно где-то эту информацию достать. Я ему описываю всю топологию, я ему даю все доступы, если нужно, да, там какие-то SSH и прочее. Настраиваю, естественно, безопасный коннект, изолирую от внешнего мира и даю только коннект агенту. И говорю, смотри, если ты увидишь, что что-то упало, почини. И просто расскажи мне об этом. Не надо у меня спрашивать разрешение. Мне нужно, чтобы ты чинил эту проблему сразу. Потому что, э, откровенно говоря, мой рынок, скорее всего, это США. Да? Это США, Канада, то есть это Запад. И я сплю, когда там ребята что-то делают. А я не хочу в 3 часа ночи просыпаться, когда сервис у меня упал, и бизнес встал, продаж нет, допустим, да, вот такие вещи. Я не хочу их решать ночью. Поэтому я дал им свободу здесь и говорю, давайте фиксите, пожалуйста, у вас есть свобода. И это в целом работает. Нет ничего сложного перезапустить сервак, например. Нет ничего сложного перезапустить какой-то сервис. Нет ничего сложного собрать логи, проанализировать. И вот этим он, в принципе, занимается. И эта штука работает либо на лэптопе через Routines. Давайте я вам быстренько покажу. Вот есть Routines, у всех наверняка стоит десктоп Клод. И можно забить сюда Routines, и это будут либо облачные, либо локальные. Часть у меня работает локально. Вот, например, каталог статус чек, он каждый день в 12 у меня как раз этим и занимается. А, Его можно перевести в облако, но там нужно будет единственное очень аккуратно быть с доступами, потому что не всегда они из системы, из сети Клода могут видеть вашу. Надо, чтобы этот коннект состоялся. Вот поэтому сейчас пока это гоняю на ноутбуке. Поставьте Да. плюсики, кто пользуется клодом, а минусики, кто пользуется кодексом. Мне очень интересное сравнение, потому что Кстати, да, это ты интересно. говоришь, что типа у всех. Да, у всех, кто пользуется Клодом, это правильный комментарий. Я какой-то давным-давно принял для себя решение, что я не хочу бегать, Видишь, прыгать смотри, между... много народу пользуется и тем, и другим, видишь? А если Класс. курсор, ну в курсоре же тоже есть что-то, да, Валерий? Да, ребят, я рассказываю только исключительно о своем опыте. К сожалению, не могу для всех рассказать, как это в кодексе делать. Вам придется самим разбираться. Вот. Или переходить на Клод. Я как бы... Не то чтобы я Адепт. пропагандирую, да, но он хорош, хорош. Ладненько. Здесь мы, в Ну, то, принципе, что ты закончили. Да, прости, что ты говоришь?
Не-не-не, все супер, поехали. Окей. Итак, так как я работаю над проектом довольно давно, в самом начале кто-то сказал, что там сейчас можно за месяц сделать. Что-то можно за месяц сделать, но я вот, например, пилю этот продукт уже больше полугода, мне кажется. Вот, потому что никто не минует хорошего ресерча, а ресерч может занять довольно много времени. Вот. Дальше, конечно, проще, но вот сейчас, например, я решаю другую проблему. Я решаю проблему организационного характера. Вот эти все параллельные агенты, они все работают, классно, все здорово, но они иногда конфликтуют между собой. Я писал типичные кейсы, вот, и начал в процессе еще раз заниматься не только продуктом, но еще и тем, как этот продукт разрабатывается. И дальше пришел вот к неким выводам, неким идеям. Возможно, уже многие люди находят то же самое, ну, как бы те же проблемы сталкиваются и как-то по-своему решают. Я сейчас расскажу, как я это решаю. Идея простая. Если они не могут договориться, пусть они откуда-то черпают свою информацию. Если это не только кодовая база, то где, да? База данных, почему нет? Я беру базу данных и говорю, слушай, вот создай, пожалуйста, табличку, и если ты что-то стартуешь, начинаешь что-то делать, запиши. Напиши это туда, кратенько, без всяких деталей, и статус обнови, напиши там, что ты in progress, например. Все. Также я его прошу туда заглядывать регулярно, то есть в начале сессии загляни в табличку, посмотри, что там сейчас происходит, какие сейчас активные задачи и так далее. И ссылка на там либо бранч, work3, вот, ну, так, чтобы можно было найти, короче, то, что происходит в соседней сессии. И таким образом я решаю проблему коммуникации. То есть в какой-то момент времени может так получиться, что две сессии будут знать о том, что они делают, или как минимум одна из них будет знать, и не произойдет конфликта. Я вам сейчас покажу пример того, как это работает уже ну, в реальности, да. Один из сессий, ну, один из агентов, грубо говоря, пока работал, он обнаружил, что параллельно происходит работа с той же как бы системой, с тем же компонентом. И он такой, чувак, типа, может, надо подумать, может, подождать. Вот он мне предлагает какие-то варианты. Офигенно. Ну, типа, это то, чего я, по сути, добивался. Я не хочу, чтобы они тратили токены, пытаясь разрулить свою коммуникацию. Ну, и конфликты, грубо говоря. Next. Next. Инциденты. То же самое с инцидентами, то есть я помимо того, что прошу их свою работу как бы репортить, записывать, я еще прошу инциденты записывать. Объясняю на примере. У меня была ситуация, когда я запустил то ли 4, то ли 5 сессий, и они там работали, взаимодействовали там с GitHub, репортили какие-то свои задачи, потом пытались запушить свои правки. И Cloud Code, он так поумнел, что даже его просить не надо, но он пойдет сам на твой сайт или на твой сервис и попытается выяснить, доставил он то, что хотел, или не доставил. Я его обычно не прошу это делать, но он это делает сам. И тут получилась ситуация, что все 5 агентов пытались проверить их работу, но так вышло, что один из них там что-то сломал, и сервер упал, и все 5 агентов пытались его починить. И они начали что-то стучаться по одному и тому же, там, не знаю, SSH и так далее. То есть вот началась, короче, реально гонка за то, кто первый починит мне сервер. Это было сжигание токенов, ну, просто очевидное. Вот. Я потом увидел, как у меня прогресс, там, вот этот баланс очень сильно сократился. И понял, что с этим надо что-то делать. Вот, пожалуйста, это то же самое. Вы просто говорите, запиши, если ты столкнулся с инцидентом, как агент, запиши это в отдельную табличку, а, и предварительно посмотри в нее. Вот, если там что-то. А если ты нашел, значит, если ты обнаружил инцидент, запишись как автор, запишись как решатель и решай. Все остальные должны будут увидеть это и сказать, о, окей, все, там решается, мы подождем. И вот в целом окей, да, я просто не хотел коверкать на всякий случай. Я просто вот про интерактив подумал, вот опять спросить, кто-нибудь пользуется паспорт, блядь, по-английски начал, Проникли. парольными менеджерами. Вот, ставьте плюсы и минусы, если не пользуетесь. Я лично из своего опыта могу сказать, что я начал пользоваться парольными менеджерами и вообще, ну, хранить свои пароли в централизованном хранилище где-то лет, наверное, 15 назад.
И я не знаю, где бы я сейчас был, если бы не они, потому что пароли запоминать это плохая идея, делать один пароль на все тоже плохая идея и так далее. В общем, это спасало меня не раз и очень рекомендую. То же самое могу рекомендовать и для ваших агентов, для вашей инфраструктуры. Централизованное хранение секретов, переменных среды, если хотите, тоже, да, токенов, все, что можно зашерить, в идеале должно быть где-то в одном месте. Есть классный сервис InPhysical, он open source, его можете ну, поставить себе в свое облако, можете купить Спасибо, обязательно платно. ссылочку. Да-да-да, ссылочка в конце на слайде будет. Вот. И я могу тоже сказать, что это очень сильно экономит токены, что важно, и время. Все. Ваши агенты будут знать, откуда что доставать, откуда должны будут новые сервисы доставать. То есть он сразу будет строить уже код таким образом, чтобы он доставал секрет оттуда, а не всяких там файликов. Вот. Полезный слайд. Вернитесь к нему, если потом вам будет это важно. В общем и целом, о чем была сейчас речь? О том, что помимо того, что вы себе жизнь упрощаете, вы упрощаете жизнь и самим агентам. И я это вот так назвал, Agent Developer Experience. Может быть, уже термин такой есть, может быть, другой, но вот примерно это об этом. Внизу, в оранжевой вот этой штуке, боксе, я описал примерно эти хуки, да, агентов, которые там в начале сессии что-то происходит, там по промпту, там еще какие-то вещи. То есть вы можете прям скормить этот слайд агенту и сказать: чувак, а сделай мне вот так. И он, скорее всего, найдет решение, он вам поможет это все поднастроить. Это уже внутрянка, то есть это как это изнутри смотрится и примерно настраивается. Если будут вопросы, я потом на них отвечу. Так, все, мы почти дошли до конца. Здесь про то, что я активно использую и для чего это нужно, примерно описано. Нашел, думал, что еще могу такого полезного дать, чтобы, во-первых, люди не думали, что реально за месяц все можно сделать, потому что это легенда, это как это, миф. Потому что если в чек-лист обратиться на, вот, да, на SaaS, допустим, стартап, там такой список, что ну, агент, во-первых, все это не сделает, это нужно делать человеку. Некоторые вещи нужно автоматизировать и к этому еще дойти. До этого тоже нужно как бы время. Не все решения подходят под это сразу, поэтому посмотрите, ознакомьтесь. Очень полезный чек-лист. InPhysical я уже рассказал. DocPloy — это штука, на котором крутятся все мои сервисы, через которые я это все деплою. Gatus вы уже видели, это состояние. Dagster вы видели, это оркестратор задач. PostHoc аналитика — это то же самое, что Google аналитика, только здесь все вместе, у них классные бесплатные тарифы, мне прям очень заходит. И фича-флаги у них отличная функция, фича. Фича-флаги, фича, ну вы поняли. Cloudflare — это DNS, это защита от DDoS, тоже бесплатные у них есть прям тарифы, которые покрывают практически все. Я даже у них S3 хранилище как-то использовал, оно офигенное, бесплатное до определенного там, до терабайта, допустим, можно туда складывать, и все будет окей. По-моему, там по операциям у них плата, но не суть. Короче, реально советую попробовать, и через них я также еще безопасность сети выстраивал дополнительную. Tailscale это только для безопасности. Вы делаете приватную сеть, в которой ваши сервера могут друг с другом общаться, но никто не может к ним извне достучаться или там взломать. То есть вы отключаете внешние доступы, и у вас на лэптопе есть, это как VPN, грубо говоря, да, выстраиваете. Это тоже бесплатно для одного человека. Я вот как пользуюсь, я пока еще ни разу не заплатил, но у меня там в сети уже, по-моему, 5 или 6 серверов. Вот. Chatwood тоже open source штуковина, к которой я прикрутил Клод, и он сейчас на поддержке тоже автоматически отвечает, если там, я сейчас, наверное, быстро не покажу, но будет запрос, покажу. Напишите в суппорт, грубо говоря, с вопросом, как мне там настроить то или то. Он сам ответит, а если не сможет, он направит это мне. И это open source штука, да, там какие-то платные фичи есть, но того, что там есть, хватает с головой. В принципе, поддержку можно закрыть с помощью этого сервиса. Фу, блин, все, наверное, да? Мантра веб-кодера, наконец, это не заложив фундамент, далеко мы не уедем. В целом, все, я думаю, всем понятно, что это значит. Все, спасибо, ребят. Ссылка на презентацию точно будет. Максим, спасибо тебе большое.
Слушай, ну если вот так вот подытожить твой разговор, то твой рассказ, да, вообще спасибо тебе большое, что поделился внутрянкой, как это реально устроено, показал дашборды, все там, все как внутри есть. Обязательно будет запись, можно будет посмотреть. В общем, из того, что ты рассказал, да, у нас основная штука это то, что браузерное расширение это отдельная экосистема со своими рисками, магазинами, требованиями, данными. Короче, это отдельная экономика, в которой надо разбираться и следить за тем, что там происходит, да, то есть отдельный рынок. Скрейпинг это становится рабочей инфраструктурой, только если ты делаешь это с реальной историей, с теми данными, которые сохранились, и умеешь это сметчить с тем контекстом, который есть в текущем проекте. И еще один момент, который ты рассказывал, про то, что и агенты требуют той же операциональной дисциплины, что и сотрудники. По сути, ну, мы становимся менеджерами как бы, нейросетей Именно так. постепенно. Да. И именно поэтому важно хранить секреты, общее состояние, делать так, чтобы они друг другу не мешали работать. Короче, вот организовывать их работу. И спасибо тебе большое, что ты рассказал, как ты это делаешь. Да, я извиняюсь, я чат, если что, не мониторил, если ко мне были какие-то Мгм. вопросы, дай знать. А вот сейчас как раз Валерий Сергеев пишет, что кайф по коммуникации между агентами топ. Значит, Дима пишет, как те фразы, которые любят описывать современную разработку, вайп-кодинг. Как будто обесценивают все, что ты делаешь. Обесценивает ли вайп-кодинг то, что ты делаешь, или ты сам занимаешься вайп-кодингом? Не, ну веб-кодинг это просто термин, да, который внедрили, но как-то он просто прижился. Вот. Можно считать это неким оскорблением, но, честно, не задумывался, не придавал этому большого значения. Вот. Вот все, что я сделал, я, по сути, на вайп кодил, если говорить терминологией именно того, что я просил агента сделать мне какую-то штуку, да, можно и так сказать, но это, может быть, можно еще предположить, что вайп-кодинг это типа, сделал мне что-то крутое. Ну, это вряд ли сработает, правильно? Поэтому тут как бы вопрос скорее проработанности. Насколько глубоко надо, чтобы вайп-кодинг ушел. Ам, Супер. Тогда давайте, кто-то хочет задать вопросы, задавайте. Я хотел задать, М. потому что много говорилось насчет взаимодействия агентов. Мне вот один момент просто не стал непонятен. То есть, получается, работают 5 агентов параллельно, да, и начинают там Мгм. конфликтовать, конкурировать и так далее. Вот, а почему бы не создать, допустим, иерархическую структуру, как в той же компании, да, что у них есть а, саппорт, грубо говоря, который занимается именно отслеживанием возникновения ошибок и фиксами, какой-то руководитель, который проверяет наличие и запускает такого агента, который будет фиксировать, делать фикс ошибок и так далее. Мне кажется, что это с точки зрения токена было бы намного экономичнее. Запускать специализированного агента только тогда, когда он нужен. Это очень интересная идея, на самом деле. Я тоже об этом думал много раз. Потому что как будто бы логично выстроить некую иерархию между агентами и сказать, вот ты главный, а ты не главный, и вот ты главный должен сказать не главному, что делать. В принципе, оно уже так работает. Если мы ставим какую-то задачу опусу, например, он часто под задачей сам делегирует. И в целом у нас уже есть некая иерархия. А вот про то, что ты говорил про, типа, вот там, грубо говоря, техдир, там, потом еще несколько уровней, да, то тут как будто мне кажется, что это мы чересчур немного усложняем саму систему, мы добавляем некие звенья коммуникаций, от которых, в принципе, мы уже, наоборот, уходим. Типа вот в организациях крупных вот эта все многоуровневая структура, она мешает коммуникации больше, чем помогает, потому что чаще всего информация идет с одной стороны в другую, и обратной связи, она часто страдает. И вот это вот выстраивание обратной связи у всех организаций это челлендж всегда. Вот, потому что главный должен тоже понимать, что там внизу происходит. А здесь у нас как будто плоская изначально иерархия, и все равны, и так быстрее работать, это как будто, не знаю, мечта, наверное, да, бирюзовая организация или как это, да, типа. Но типа пусть агент сам по себе будет себе и начальником,
и рабочим, и так далее, в зависимости от того, как ему эффективнее работать. Если ему так нравится, например, быть там, командовать, он будет дирижировать шить. Ну, как будто, знаешь, типа начальник пришел такой, похуй, такой, это, рукава засучил, пошел сам сделал. Ну вот почему нет? Типа, это тоже эффективно иногда бывает, потому что, типа, сделай сам, если уверен, что так будет лучше. Немножко не об этом, я больше про специализацию. В случае иметь один узкоспециализированный, который классно что-то делает. Потому что, по-моему, есть уже такая система G9 вроде называется, там, где запустили, Понимаю. по-моему, кодера, да, и Да, тестер, который да, да, проверяет на да. соответствие спецификации, да, что-то не так, он следующий цикл прогоняет. И там минимальное количество ошибок у такого кода создается. Прикольно. Вообще не отрицаю, что это существует, и, честно, не знаю насчет эффективности. Я вот скорее делюсь только своим опытом, и здесь могу только еще добавить, наверное, что вот есть скиллы, да, скиллы это, по сути, и есть специализация. Чем грамотнее описан скилл, тем, в принципе, надежнее будет в любой ситуации, если кто-то его будет использовать. Вот. И один агент такой, типа, я сейчас беру скилл, допустим, планера, кто планирует. Он запланировал все, а потом я его говорю, так, окей, заделегируй и отправь другому, там, допустим. И это можно автоматизировать, допустим. То есть, по сути, это вопрос, кто какой скилл использует. Ну, для Тут меня есть лично. момент, я перебью, там контекст, имеет значение контекст. То есть, если идет ну, тот род контекста, тогда вот будет проблема. Понял. Поэтому, если Интересно, два да. агента имеют разные контексты, это, допустим, контекст прогнил, да, у этого чистый. Он чистит контекст, контролирует и перезапускает агента, например. Я бы, честно, послушал больше про эту штуку, потому что я не знаком вот именно с тем, что ты описал. Я еще вот лично не знаком, и мне как-то оно в работе пока не всплывало, знаешь, необходимость. Поэтому, если бы кто-то рассказал, или ты, или кто-то про эту штуку, я бы с удовольствием послушал. Спасибо за вопрос. Спасибо. Может быть, есть еще у кого-то вопросы? Или, может быть, есть запросы? Комьюнити. Это от тебя пришло, да? Да, да, да. Ну, может быть, Мгм. если вдруг у вас назреет идея и мысль, что вы хотите что-то сделать похожее, как у Максима, можете мне написать в Телеграм, я скинул в общий чатик свой контакт, и мы с Максимом вам поможем разобраться, как это сделать. Но я подозреваю, что здесь многие умеют сделать что-то похожее. Вот, да, но второе мнение всегда полезно. Э, В целом мы можем заканчивать, если вопросов сейчас никаких нету. Поставьте плюсики, кому понравилось. Может быть, у вас есть какой-то больший комментарий, что вы отсюда с собой выносите, и вы хотите с нами поделиться, чтобы мы знали, что работа была проведена супер грамотно. Вот. Вообще очень приятно, что собирается такая группа людей, и валенсианская комьюнити очень сильная в плане специалистов. Это второй метап, который мы делаем. И очень хочется собрать, ну, прям серию и сделать в конечном итоге большую конференцию, всем вживую познакомиться, потому что почему бы и нет. Было бы круто. Да-да-да. Супер. Так, ну я тогда заключительный, наверное, четкий стек, если будет настроение выбирать дополнительно. Вот чат-вуд в комьюнити. Да, про чат-вуд как-нибудь можно поболтать. Интересная штуковина. В качестве завершающих слов хотел бы сказать, Данилу, спасибо огромное за организацию. Вот, что ты собрал, нашел. Вот. Обратную связь собираешь и в целом организовываешь. Это прям потрясающе. Вот. Интересная площадка. Буду рад еще раз выступить и обязательно буду участвовать в качестве слушателя. И да, люди, которые меня слушали, спасибо вам. И буду рад знакомиться. Вот. Давайте что-то интересное запилим. Супер. Всем на связи. Встретимся в чатике валенсианском. Еще мы готовим оффлайн мероприятие в июле. Про это тоже напишем. Всем спасибо большое. Максим, ребята, всем удачи.